Здорово-здорово, братишки и сестренки, вы на канале Nixon Play. Победителями прошлого розыгрыша стали Кос 693, Ванька Дровосек, Маринист, Space Дима и Сашка Мамоновец. Поздравляю вас, призы я отправил на кладовщика кухни Гурмана. Кроме игроков сервера RU1 и RU2, свои призы вы получите 26 октября, так как у меня висит бан на вещах. Приношу свои извинения, но ничего с этим я поделать не могу. А для всех остальных, кому не повезло, в этот раз я разыгрываю один ящик со шлемом К6 Забрала и 10 талонов на модификацию снаряжения. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий. Не менее 5 слов, только в комментарии. Обязательно укажи свой игровой ник и сервер, на котором ты играешь. Розыгрыш проходит на всех серверах. В предыдущей серии я остановился в санатории, где начал обыскивать измененных для получения ачивки «Что в ваших карманах?». За кадром я, как и обещал, пощупал огромнейшее количество мобов. Я, конечно же, приблизился к своей цели, но, к сожалению, не достиг ее. Ну что ж, предыдущую серию ты сможешь посмотреть на моем канале, ссылка, как обычно, в правом верхнем углу. А я начинаю свою очередную 14-ю серию и желаю приятного аппетита всем, кто кушает. Да уж, зачем придумали эти ачивки на такое бешеное количество мутантов? Состаришься нахрен, пока открываешь их. За кадром я употелся просто жамкать этих отверженных, ей-богу. Ну да ладно, осталось совсем немного, всего-то 84 моба. На оставшихся мутантов я потратил около 30 минут. Наконец-то открыл долгожданную ачивку и мигом сбежал из этого долбанного места. Пожалуй, достижения охотника «Что в ваших карманах» самые приятные в получении. Меня всегда переполняла радость, когда я их получал. А получал я их уже не один раз. Мои друзья меня даже из-за этого сумасшедшим называют. С санатория я отправился в деревню Гурмана, пополнил запасы и починился. Следующей целью был курьер. Найти его не проблема, так как он всегда находится у ворот блокпоста номер 2. Отдаю им расшифрованный в прошлой серии КПК и взамен получаю информацию про связного, которого нужно найти. А двигался он в сторону аэропорта. Я незамедлительно отправляюсь по наводке курьера и нахожу под дамбой на аэропорту бездыханное лежащее тело. Шукав у него по карманам, я нашел мини-компьютер. Мое задание обновилось, и теперь я выдвинулся на поиски некого проводника Василия. Я начал опрашивать всех зевак в здании аэропорта. Обратился к одному, второму. В итоге сталкер по кличке Капюшон посоветовал мне обратиться к Рыжему, мол, тот может знать, где найти Василия. Прибежав к Рыжему, я, естественно, засыпал его вопросами. Он рассказал, что последний раз видел, как Василий пошел в сторону заброшенных домов, находящихся в квадрате А2. Зайдя в первый дом, я немного огляделся. Походил по комнатам и в одной из них нашел измученного Василия. Он попросил принести ему бутылку воды, кусок хлеба и аптечку. Все, что ему было необходимо, у меня было с собой. Передав припасы, я получил всю нужную мне информацию, и квест завершился. Но следом на мой КПК поступило следующее задание по следам истории. Для его выполнения я отправился в Тунгуску. Заодно уж и к ставному полковнику в поселок Радиус залетел, сдал ему все ежедневки там. Затем я отправился в центр заброшенной деревни, которая находится над аэропортом в Тунгуске, и в одном из домов я обнаружил сейф. Открыл его, нашел какие-то документы, ну и благополучно, конечно же, отравился. Опять мне попался сейф с приколом. Отлетев на респ, я подошел к ставному полковнику и сказал ему о том, что меня пытались убить, на что он мне совершенно спокойно отвечает. Оно и понятно, потому что я сунул нос не в свое дело. И говорит, что человека, который хочет со мной поговорить, зовут Вульф. Стоит он в разрушенной церкви, которая находится в этой же деревне. Нормально поговорить с Вульфом у меня не получилось, так как он сразу же начал катить на меня бочку. Но я-то сталкер не из робкого десятка, и меня так просто не запугать. Положив болт на беспочвенные угрозы, я побежал на аэропорт. И на всякий случай поговорил с Капюшоном об этой ситуации. Просто неизвестно, что у этого шизика на уме. И если все-таки он что-то решит выкинуть, то Капюшон быстренько осадит этого хлопчика. Остается только донести эту новость до самого Вульфа. Думаю, он будет не в восторге. Заручившись железобетонной поддержкой от Капюшона, я побежал к Рыжему сдать артефакты, которые насобирал, пока бегал туда-сюда по зоне. Получив небольшое вознаграждение, я пошел в деревню Гурмана. Купил на доске блок особых папирос и отправился на стадион вызывать Кузьму. Этот персонаж требовался мне по квесту предводителя Орды. Появляется он на стадионе при взятом квесте. В инвентаре нужно иметь при себе блок особых папирос. Кузьма долго ждать себя не заставил, и я обнаружил его без проблем. Братишка, послушай, если ты только-только начал изучать просторы нашей необъятной зоны, то советую ввести промокод Nixon в меню игры. Он подарит тебе премиум совершенно бесплатно, и совсем не важно, где ты играешь, Steam, ВК или лаунчер. С премиум ты прокачаешь своего персонажа намного быстрее за счет удвоенного опыта, а также сэкономишь на переходах. В общем, вводи промокод и забирай подарок, пока есть такая возможность.
Следующий на очереди из предводителя Орды был Медбрат. Это такой же бляк, но визуально отличается белой одеждой. Подойдя к месту, я загорел на себя кабанов, чтобы они повесили мне 3 стака кровотечения. Таким образом, шанс появления Медбрата увеличивается, но переоценив свои возможности, кабаны меня попросту загрызли. Возродившись в деревню Гурмана, я встретился с подписчиком, который купил мне боевую выкладку десантника за 2,5 миллиона. Спасибо тебе за помощь, друг, ты сэкономил мне время. Выставил рюкзак десантника на доску, так как он не одевается за боевой выкладкой, и одел вместо него колобок. Сделав все дела в деревне Гурмана, я отправился вновь попытать свою удачу на кабанах. В этот раз мне повезло больше, и кабан все-таки справился со своей задачей, повесив мне 3 кровотечения. Спустился по лестнице и увидел Медбрата, но убить мне все же их не удалось. Ну и ладно, подумал я, зато второй предводитель Орды был обнаружен. Купил с доски 2 подушки Гамма и антиграф Альфа и не доглядел, так как одна подушка была на другом кладовщике, и мне пришлось ее отправить посылкой сразу на Ямарек. Чтобы не ждать 15 минут впустую, я отправился на небольшое кладбище, которое находится в окрестностях Любич. Тут я хотел встретить еще одного предводителя Орды, могильщика. Спавнится он раз в 15 минут с шансом 10%. Если выполнить определенный квест, то шанс его спавна будет равен 100%. Но делать квест не лень, поэтому я решил просто-напросто подождать. Посылка уже пришла, а могильщика все нет и нет, нет и нет. Не став его дожидаться, я пошел обратно на Ямарька, забрал артефакты и сдал 2 задания Сизифу. Затем я пошел в Черный лес, чтобы выручить своего друга и тезку Никитоса. Этот чудик поперся туда навстречу приключениям. Так вот, приключения в Черном лесу затянули бедолагу почти на неделю. И нет, он не делал там квесты, а просто пытался выбежать с села Красно обратно в аэропорт. Но не зная дорожек и обходных тропок, сделать это не так-то уж и просто. Пришлось выручать бедолагу. Но не бросать же сталкера. Зато теперь будет думать, прежде чем делать. Потом мы с ним много раз вспоминали эту забавную историю. Придя на Гурман, я купил собачьи сердца на доске. Они нужны мне были для того, чтобы вызвать трехгорбого брутера. Появляется он недалеко от полуразрушенной избы у дороги, при успешном приготовлении в котелке сердца собаки. После немалого количества попыток мне все же удалось сварить удачную порцию хрючева, и это чудо-юдо появилось. Отметив его в списке обнаруженных, я пошел дальше к лагерю Шлеймовича. Проведал там капитана Шперлинга и забрал у него данные с окрестностей, о которых просил меня Литовский. От лагеря Шлеймовича я пошел в сторону кладбища, так как там у меня было одно незавершенное дело. Нужно было обнаружить могильщика. Минут 50 томительного ожидания, и наконец-то он появился. Большой такой, зараза. Но все, теперь осталось обнаружить мертвую голову и деда Максима. Собравшись, я отправился на болото, выжидать 5-го предводителя Орды, мертвую голову. И снова томительное ожидание. Чтобы не томить зрителей в ожидании, я завершил трансляцию и решил, что вне кадра дождаться ее будет лучше, так как стояние на одном месте — это не самый интересный контент. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Обязательно подпишись на канал, если до сих пор этого не сделал, и напиши комментарий, ведь каждый комментарий — это благодарность за мою нелегкую работу, братцы. Ну, увидимся в зоне, сталкер. Удачной охоты, сталкер.